В Санкт-Петербурге двое иностранных граждан признаны виновными в совершении похищения своих соотечественников. Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух граждан Таджикистана. Они признаны виновными в зависимости от доли каждого совершенного ими правонарушения. Следователями судом установлено, что соучастники в мае-июне 23 года похитили 4 граждан Узбекистана и Таджикистана, которых удерживали в квартире на Лифлянской улице. Фигуранты избивали потерпевших, а также вымогали у них денежные средства за нераспространение компрометирующих сведений. Осужденные завладели денежными средствами потерпевших на сумму более 200 тысяч рублей. В правоохранительные органы обратились родственники одного из потерпевших, после чего злоумышленники были задержаны. Фигуранты частично признали свою вину в совершении указанных преступлений. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 10 и 9,5 лет, соответственно, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Судом взыскан материальный ущерб в пользу потерпевших. В Подольске, Московской области, задержаны двое граждан одного из государств ближнего зарубежья и россиянка. Они подозреваются в хулиганстве. Словесный конфликт между двумя компаниями перешел в драку, в ходе которой нескольким гражданам были причинены телесные повреждения. Полицейские установили личности подозреваемых, задержали их и доставили в отдел полиции. В настоящее время с ними проводится комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Который обмочился на уроке в Одинцовской школе, обвинили в травле учительницы. Со слов директрисы, женщине не позволят съесть педагога. Имеется в виду, что директриса не позволит добиться увольнения, по всей видимости, профнепригодного педагога, вот как складывается ощущение, по крайней мере, у мамы пострадавшего ребенка. Самого четвероклассника обзывают дети. Его мама решила судиться со школой номер 3 после того, как 35-летняя классная руководительница не пустила ее ребенка в туалет. На фоне стресса он заболел. Женщина считает, что это насилие над ее сыном, поэтому уже обратилась в прокуратуру. Есть информация, что другие родители маму не поддержали. Дескать, обмочившийся мальчик и его мама занимаются вымогательством и провоцируют учительницу. В чатах от имени родителей кто-то пишет издевательские комментарии, то есть идет травля ребенка, удивляются, почему Влад пошел обсуждают поведение самого мальчика. Почему не пошел домой переодеться? В школе говорят, что классная руководительница постоянно конфликтует со своими подопечными, их родителями и явно превышает свои полномочия. Довольно странная история, сказал бы я со своей стороны, с большим количеством противоречивой информации. И складывается ощущение, что некие безликие силы, которых иногда называют интернет-троллями, действуют в интересах данного преподавателя. Ненароком даже приходит в голову, не состоит ли она в каком-нибудь сообществе, в котором принято защищать своих. Уж не знаю, по какому признаку организовано это сообщество. Но в голову такая мысль пришла. Полиция Москвы раскрыла серию уличных грабежей и кражу денег с банковского счета одного из потерпевших. Под подозрением оказались 4 знакомых между собой приезжих в возрасте от 22 до 24 лет. Их задержали по местам проживания в Подмосковье. Среди криминальной добычи подельников оказалась и банковская карта. Налетчики передали ее общему знакомому, а тот рассчитался чужим платежным средством в 2 барах. По всем указанным фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статьям 161-158 УК РФ. На время расследования противоправных деяний все фигуранты заключены под стражу. В Республике Карелия ОМОН ИЛВЕС Росгвардии оказал содействие сотрудникам Следственного комитета в задержании подозреваемых в убийстве мужчины 14 лет назад. В январе еще 2010 года под слоем снега в лесном массиве у автодороги в Пряженском районе был обнаружен труп неустановленного мужчины со множественными телесными повреждениями. Была установлена личность погибшего, а также выявлен факт фиктивной продажи по поддельным документам недвижимого имущества убитого незадолго до его смерти.
Однако в то время установить виновных не удалось, и предварительное расследование было приостановлено. Спустя 14 лет личности и местонахождение соучастников преступления были установлены.